Одна неделя, 5 историй, только 10 минут, чтобы их рассказать. С вас лайк. Ну а я начну с горячего репортажа с мазутных пляжей Анапы или история, как вам не загубить свой отпуск у моря. Анапа готовится принимать туристов, несмотря на то, что Роспотребнадзор закрыл почти 150 пляжей. В черте города абсолютно все, но отдыхающие все равно едут. Так, чуть-чуть есть мазутика на второй. А давно ходите? По всему побережью мелкие фракции мазута до сих пор выковыривают из песка волонтеры чуть ли не ложками. Впрочем, работают и тракторы. На ковше оптимистичный хэштег «Сезону быть». Вот так просеивают песок. Но чистыми пляжи все равно не назовешь. Вот так сейчас выглядит песок при ближайшем рассмотрении. Видео снято 21 апреля. Вот это все мазут. Это все мазут. Немножечко пахнет, не сильно. Вот честно вам говорю, не сильно. Но еще больше местные опасаются, что будет новый выброс, чтобы мазут не покрыл весь пляж. В таком случае копают вот такие канавы. Но с морем так не получится. Вода выглядит прозрачной, а на дне лежат все те же фракции. Видео снято 17 апреля. Надеемся, что к началу курортного сезона все это море вымоет обратно на берег. А что, если не вымоет? Если сезон начнется, а мазут никуда не денется? Отдыхать ли здесь? Каждый будет брать риск на себя. Роспотребнадзор, если что, предупреждал. Я только напомню, что в феврале один водолаз из тех, что очищают дно, погиб. В середине января, спустя месяц работы по очистке пляжей, к врачам обратились 146 волонтеров. 3 из них были госпитализированы. Еще один студент с астмой умер. Международное агентство по изучению рака квалифицирует мазут как канцероген. Исследования также проводились после разлива топлива в 2002 году в Испании. Тогда был выявлен риск заболеваний дыхательных путей при длительном контакте с мазутом. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сказала, что Анапу как курорт закрывать не будут, только отдыхайте там без пляжей и моря. Отели экстренно ставят открытые бассейны, а детей-инвалидов повезут сюда на грязи. 85 миллиардов рублей – так оценили чиновники экологический убыток от аварии 2 танкеров в Керченском проливе. Причину экологического бедствия назвали в начале апреля. Сразу 2 комиссии Минтранса сказали человеческий фактор. Капитаны и судовладельцы не выполняли сезонные условия плавания судов в этих акваториях. Также комиссией выявлено то, что персонал судов не был укомплектован квалифицированным персоналом. Вот ведь посмотрела сейчас на министра транспорта Романа Старовойта и подумала, а везунчик какой, бывший губернатор Курской области, которому вовремя посчастливилось покинуть опасный пост. Не всем так везет. Сейчас будет история о губернаторском суеверии. Нынешний курский губернатор Хинштейн осветил свой кабинет. В комментарии к обряду написал, что пришлось после известных событий. Отчетливо понимаю, как много греховности накопилось в этих стенах. Так что же это за греховность такая? А вот она. Алексей Смирнов, предшественник Хинштейна на губернаторском посту, просидел в своем кресле чуть больше полугода, а теперь может просидеть на шконке 10 лет. Его обвинили в том, что должен был строить фортификацию на границе с Украиной, а ничего не построил. Деньги при этом освоены. Бывшие чиновники задержаны в рамках расследования уголовного дела по факту хищения бюджетных средств в сумме более 1 миллиарда рублей. Да кто бы сомневался, что Смирнов уводил себе в карман из бюджета. А предыдущий губернатор Старовойт чего? Еще осенью 22-го он отчитывался, что 2 линии укреплений построены, берутся за 3-ю, а в 23-м ездил инспектировать фортификацию, остался доволен. Вот он в январе сообщает, что уровень опасности вторжения сейчас невысок, однако все равно обороноспособность региона укрепляется. Да, собственно, посаженный теперь Смирнов этим строительством занимался еще при Старовойте. Только один из них пошел на повышение в министры, а второй за решетку. Ну надо же было найти крайнего. И вот теперь Хинштейн и батюшка с кадилом совершили ритуал, чтобы жертв из этого кабинета кремлевские небожители больше не требовали. Госпожа Симонян, извинитесь, потребовала литературная газета за сплетни про актрису Валентину Серову. Забулдыга, безвестная пьянчушка, которой когда-то были посвящены строки, помогшие нам выиграть Великую Отечественную войну. А еще за анекдоты о том, как Серова изменяла поэту Константину Симонову с маршалом Рокоссовским. Что делать будем, товарищ Сталин? Завидовать будем, товарищ Берия. Авторы открытого письма в литературной газете, среди которых, например, актер Сергей Гармаш, а еще Владимир Лукин, бывший посол, бывший сенатор, бывший глава Совета по правам человека в России, ну и ряд других авторов в тексте под названием «Не хотим молчать» обратились не хухры-мухры, а к главе правительства Мишустину просили безотлагательно принять меры. Я не иронизирую, так и написано. Просим вас содействовать публичному принесению извинений госпожой Симонян, а перед
передачу, посвященную стихотворению «Жди меня», изъять из архива, чтобы она случайно не послужила источником знаний для школьников и студентов. Ну и слог. Сразу чувствуется составитель всего письма. Еще газету «Правда», наверное, редактировал. Кстати говоря, Симонян в своей программе ЧТД оскорбила не только Серову, женщину, которой посвящено главное произведение Симонова стихотворение «Жди меня», но и ее сына Анатолия Серова. Он после интерната пошел проторенный не самой хорошей дорожкой. Он сидел, хулиганил, воровал. Он был преступник. Незадолго до матери умер так же, как и она, от алкоголизма. И пьяная мать на похороны не пришла. Даже если ровно так все и было, сам рассказ Маргариты, смакующий подробности морального падения давно умерших людей, отвратителен. Особенно учитывая, что ее телепередача посвящена юбилею Победы и 110-летию со дня рождения поэта Симонова, у которого ведь и потомки есть, и дочь от той самой Серовой, и старший сын. Он, кстати, тоже возмущенное письмо написал, обращаясь к Симонян. Мне особенно там понравился прямой и простой пассаж насчет личной жизни своего отца. Вы не одобряете его выбор, а, собственно, кто вы такая? Извиняться Маргарита Симонян перед потомками Симонова не собирается. Никто ее программу из архива НТВ или с Рутубы тоже удалять не собирается. Зато с сайта литературной газеты уже пропало то самое коллективное открытое письмо. И хоть оно само по себе действительно представляет собой пошлейший образец жанра донос классический, вы же понимаете, что снесли его не поэтому, не устыдившись. Просто кто-то сверху щелкнул по носу Лукиных и Гармашей. А вы думали, что Союз писателей создавался, чтобы права, честь, память защищать? Нет, он создавался, чтобы там в правлении заседала правильная, святая и теперь тоже в каком-то смысле ждущая своего мужа Маргарита Симонян. Самый центр Москвы по Арбату прогуливается спецпосланник американского президента Стивен Уиткоф. Он держит за руку свою супругу чуть позади парня из охраны. А кто это у нас рядом? А это главный путинский переговорщик «Новой волны» Кирилл Дмитриев, причем тоже с супругой, моделью телеведущей бизнесвумен Натальей Поповой. Это та самая Попова, которая фактически является публичным аватаром дочери Путина Катерины Тихоновой, ее заместительницей в компании «На практика» и близкой подругой. Зачем мы так пристально смотрим, рассматриваем буквально эту картинку? А потому что ее нам специально показали. Теперь официально Дмитриев с супругой в центре важнейшей дипломатической повестки России. Центровые Путина. Где-то в коридорах МИДа утер сейчас слезу грустный Сергей Лавров. Ну, это твои фантазии, Малаховская, скажете вы. А я вам на это отвечу, что у меня есть информация из первых рук. Душевные переживания Лаврова внезапно вынес на публику его друг еще со студенческой скамьи, дипломат и телеведущий Юрий Вяземский. Он говорит, ну что ты, я уже давно не министр иностранных дел, я какой-то пропагандист, ну потому что меня никто не слушает. Ну, прям не знаю даже, чем Лаврову помочь. Говорят, перед самой войной он просился у Путина в отставку, хотя бы по состоянию здоровья, но тот не отпустил. А теперь Лавров выходит и не нужен. Вы сами говорили по поводу того, что Лавров говорит о том, что вот я не Но он так министр иностранных дел. Он в сердцах мне сказал, потому что ему, конечно, обидно, когда он пытается со всем своим опытом, он же колоссальный дипломат, действительно, с колоссальным опытом. Ну что ж, может быть, и пенсия не за горами формально, она будет почетная, конечно, а по факту выглядит так. Старый конь борозды не портил, но и переговоры ему вести уже никто не доверяет. Самая безумная история недели. На войне в Украине погиб сын заместителя главы ЦРУ. Он воевал на стороне России. Это Майкл Глосс, ему был 21 год. Его отец, бывший военный ветеран бури в пустыне, а сейчас работает в компании, обслуживающей в том числе и кибербезопасность американского правительства. Его мать в марте 24 года была назначена заместителем директора Центрального разведывательного управления США по цифровым инновациям, а он сам 4 апреля был убит на задании при штурме российской армии позиции ВСУ под Донецком. Десятки фотографий Майкла опубликовало издание «Важные истории». До того, как попал на войну, он был человеком, который абсолютно не вписывался в представление о солдате. Он был пацифистом, экоактивистом, странником по миру, разгуливал по Европе в образе Иисуса. Его родственники и друзья говорят, что поверить в то, что он мог убивать, совершенно невозможно. Как же вышло, что парень, выступавший за мир против насилия, завербовался в российские войска? По словам друзей, он разочаровался в Америке, даже выложил у себя в соцсети видео с горящим флагом. Майкл смотрел много роликов о Палестине, увлекся исламом, возненавидел буржуазный Запад в целом. Он считал, что страны БРИКС скоро заменят старый уклад Европы. К тому же Майкл думал, что не оправдал надежды родителей, что они только и ждут, когда он попросит денег на обратный билет.
Так подростковый протест наложился на экстремистскую пропаганду. Он поехал в Россию и, оказавшись тут совершенно без денег и почти без документов, нашел выход – стать наемником. Знаете, многое о нем объясняет одна история. Однажды Майкл купил вот таких маленьких цыплят на турецком рынке. Он хотел взять их с собой в путешествие. Посмотрите, как он с ними аккуратен и заботлив. Но вот в чем дело. На следующий день цыплята умерли от холода. Перефразируя классика, Майкл Глосс – часть той силы, что вечно хочет блага, а совершает зло. Что тут еще скажешь? Держите ваших мальчиков подальше от войны. Ну что, теперь 10 минут пролетели, а вы еще и не лайкнули, да? Исправляем ситуацию, заодно и подписываемся. Все ваши эмоции и мысли прошу в комментарии. Я исключительно за дискуссию, но в интеллигентном ключе. Встретимся там и в новых видео.